Мы привыкли думать, что хорошо понимаем планеты. Мы видим их поверхности, знаем их названия, различаем по цвету и размеру. Но все это — лишь тонкая оболочка. Настоящая история любой планеты начинается глубоко внутри, там, куда не может добраться ни камера, ни зонд, ни человек. Внутреннее строение планет — это скрытый мир экстремальных температур, чудовищного давления и состояний вещества, которых не существует на поверхности Земли. Именно там формируется магнитное поле, рождается вулканизм, возникают тектонические процессы и решается судьба целых миров. Сегодня мы отправимся в медленное путешествие сквозь планеты Солнечной системы и заглянем туда, куда невозможно заглянуть напрямую. Мы спустимся под кору каменных миров, погрузимся в океаны расплавленных металлов и заглянем в глубины газовых гигантов, где привычные законы физики начинают вести себя иначе. Начнем с того, что кажется нам самым знакомым – с Земли. Внешне Земля выглядит спокойной и стабильной, но под ее поверхностью скрывается система, которая никогда не останавливается. Земная кора — это лишь тончайшая оболочка. Если представить Землю размером с яблоко, то кора будет тоньше кожуры. Под корой находится мантия — гигантский слой раскаленной породы, занимающий большую часть объема планеты. Температура здесь достигает 1000 градусов, но породы не всегда находятся в жидком состоянии. Из-за колоссального давления вещество ведет себя как нечто среднее между твердым телом и густой жидкостью. Медленные конвекционные потоки в мантии двигаются со скоростью роста ногтей. Но именно они заставляют континенты перемещаться, вызывают землетрясения и питают вулканы. Еще глубже находится ядро. Оно состоит в основном из железа и никеля. Внешнее ядро жидкое, внутреннее твердое, несмотря на температуру, сравнимую с поверхностью Солнца. Причина – чудовищное давление, которое буквально сжимает атомы. Именно вращение жидкого внешнего ядра создает магнитное поле Земли. Без него солнечный ветер давно бы лишил планету атмосферы и воды. Жизнь в привычном нам виде была бы невозможна. Теперь перенесемся к планете, которая по размеру почти копирует Землю, но по сути является ее полной противоположностью – к Венере. Снаружи Венера кажется спокойной, окутанной плотными облаками, но внутри она настоящий ад. Под ее поверхностью скрыта мантия, еще более горячая и вязкая, чем земная. Температура здесь настолько высока, что кора планеты не может нормально охлаждаться и двигаться, как у Земли. В результате Венера не имеет тектоники плит. Вместо этого тепло накапливается внутри, пока не происходит глобальный выброс энергии. Возможно, в прошлом Венера переживала катастрофические вспышки вулканической активности, когда поверхность планеты полностью обновлялась за относительно короткое время. Ее ядро, вероятно, похоже на земное по составу, но вращается иначе. Из-за этого Венера практически лишена магнитного поля. Солнечный ветер напрямую взаимодействует с атмосферой, постепенно унося легкие элементы в космос. Это наглядный пример того, как внутреннее строение определяет судьбу целой планеты. Теперь отправимся дальше, к самому маленькому каменному миру – Меркурию. Меркурий выглядит как безжизненный камень, выжженный Солнцем, но внутри он скрывает нечто необычное. Его ядро занимает аномально большую часть объема планеты. Если бы Земля имела такое же соотношение, континенты просто не существовали бы. Предполагается, что в далеком прошлом Меркурий пережил колоссальное столкновение, которое сорвало значительную часть его мантии. В результате планета стала своеобразным металлическим ядром с тонкой оболочкой. Несмотря на небольшой размер, часть ядра Меркурия остается жидкой. Это позволяет планете сохранять слабое, но настоящее магнитное поле. Неожиданное свойство для такого маленького
и, казалось бы, мертвого мира. Теперь взглянем на Марс. Марс – планета, которая когда-то была гораздо более активной. Его внутренняя структура напоминает земную, но масштабы другие. Мантия Марса давно остыла, а ядро либо полностью затвердело, либо почти утратило движение. Из-за этого Марс потерял свое магнитное поле. Без защиты атмосфера постепенно улетучилась, а вода исчезла с поверхности. Планета превратилась в холодную пустыню. Однако внутри Марса все еще может сохраняться тепло. Некоторые данные указывают на возможную вулканическую активность в далеком прошлом и, возможно, даже в относительно недавние геологические эпохи. Самый большой вулкан в Солнечной системе, Олимп, возник именно благодаря особенностям марсианской мантии и отсутствию тектоники плит. Лава изливалась снова и снова в одном и том же месте, наращивая гигантскую структуру. На этом каменные планеты заканчиваются. Дальше начинаются миры совершенно иного типа. Газовые гиганты, Юпитер и Сатурн, не имеют твердой поверхности в привычном смысле. Их внешние слои состоят из водорода и гелия, постепенно переходящих из газа в жидкость, а затем в экзотические состояния вещества. Внутри Юпитера давление настолько велико, что водород превращается в металл. Он начинает проводить электричество как металл и участвует в создании одного из самых мощных магнитных полей в Солнечной системе. Глубже, вероятно, находится древнее ядро из тяжелых элементов, окруженное слоями экзотических жидкостей. Температуры здесь достигают десятков тысяч градусов. Сатурн устроен похоже, но имеет меньшую плотность. Его внутренние процессы до сих пор не до конца понятны. Он излучает больше энергии, чем получает от Солнца, словно внутри него работает скрытый источник тепла. Но даже газовые гиганты не предел странностей. Ледяные гиганты, такие как Уран и Нептун, скрывают внутри океаны сверхплотных жидкостей. Вода, аммиак и метан находятся там в состояниях, которые невозможно воссоздать на Земле. Предполагается, что внутри Нептуна может идти настоящий алмазный дождь. Под давлением алмаз кристаллизуется и падает вниз, образуя экзотические структуры. Их магнитные поля хаотичны и смещены относительно оси вращения. Это еще раз показывает, насколько внутреннее устройство влияет на поведение планеты в целом. Но самые интересные тайны скрываются не только в самих планетах, но и в их спутниках. Некоторые спутники обладают внутренними океанами, спрятанными под слоями льда. Эти океаны подогреваются не Солнцем, а приливными силами, возникающими из-за гравитационного взаимодействия с гигантскими планетами. Внутри таких миров может существовать жидкая вода, тепло и химическая энергия. Все, что необходимо для простейших форм жизни. И именно поэтому изучение внутреннего строения планет и спутников стало одной из главных задач современной космологии. Одними из самых загадочных миров Солнечной системы считаются спутники газовых гигантов. На первый взгляд, они выглядят холодными и мертвыми, но внутри многих из них скрывается активность, которая может превосходить целые планеты. Одним из самых известных примеров является Европа, спутник Юпитера. Снаружи это ледяной шар, покрытый трещинами и полосами. Но под этим льдом, по современным данным, находится глобальный океан жидкой воды. Толщина ледяной корки может достигать десятков километров. Под ней скрывается океан глубиной, превосходящий все океаны Земли вместе взятые. Эта вода не замерзла благодаря приливному разогреву. Гравитация Юпитера постоянно сжимает и растягивает Европу, превращая внутреннее тепло в источник энергии. Под океаном, вероятно, находится каменное ядро, разогретое до высоких температур. Если вода контактирует с породами, там могут происходить химические реакции, похожие на те, что происходят в земных гидротермальных источниках. Такие условия считаются одними из наиболее перспективными для возникновения жизни.
Еще более активным спутником является Ио. Это самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Его поверхность постоянно меняется, а лавовые потоки могут быть горячее земных. Внутри Ио приливные силы разогревают мантию до экстремальных температур. Каменные породы частично расплавлены, а магма постоянно ищет выход наружу. Планета буквально выворачивается изнутри под действием гравитации Юпитера. Если Европа — это мир скрытой воды, то Ио — мир скрытого огня. Не менее интересен спутник Сатурна Энцелад. На его южном полюсе обнаружены гейзеры, выбрасывающие воду, лед и органические соединения прямо в космос. Это означает, что внутри Энцелада существует жидкий океан. Размеры этого спутника относительно малы, но его внутренняя активность поражает. Под ледяной оболочкой находится соленый океан, контактирующий с каменным дном. Анализ выброшенных частиц показал наличие водорода, возможного источника энергии для микроорганизмов. Энцелад стал одним из главных кандидатов в поиске внеземной жизни в пределах Солнечной системы. Даже карликовая планета Плутон, долгое время считавшаяся замерзшим и мертвым миром, оказалась куда сложнее. Под его поверхностью могут существовать слои жидкой воды, изолированные льдом и разогреваемые радиоактивным распадом. Это показывает, что внутреннее тепло может сохраняться даже в самых удаленных и холодных уголках Солнечной системы. Чем дальше мы изучаем планеты и их спутники, тем яснее становится. Внешний вид почти ничего не говорит о том, что происходит внутри. Но как мы вообще узнаем о внутреннем строении миров, в которые никогда не сможем заглянуть напрямую? Основным инструментом служит физика. Мы анализируем гравитационные поля, магнитные поля, поведение орбит и колебания поверхностей. Даже малейшие отклонения позволяют делать выводы о том, что скрыто глубоко под поверхностью. Сейсмические волны, зарегистрированные на Земле и Марсе, дают представление о слоях внутри планет. Изменения в движении космических аппаратов указывают на распределение массы, а магнитные поля раскрывают наличие жидких проводящих слоев. Каждое измерение — это косвенный взгляд внутрь планеты. Современные миссии все чаще сосредотачиваются не на поверхности, а глубинных процессах. Понимание внутреннего устройства позволяет предсказывать эволюцию планет, их климат и пригодность для жизни. Ведь именно внутреннее тепло определяет, будет ли планета геологически активной или превратится в холодный камень. Будет ли у нее атмосфера или она исчезнет под натиском космоса. Сможет ли на ней существовать вода в жидком виде? Даже на Земле жизнь обязана своим существованием процессам, происходящим глубоко под ногами. Если бы ядро Земли остыло, магнитное поле исчезло бы. Солнечный ветер постепенно разрушил бы атмосферу, океаны испарились бы, а поверхность стала бы бесплодной. В этом смысле внутренний мир планеты важнее ее внешнего облика. Изучая другие планеты, мы одновременно лучше понимаем и собственный дом. Мы видим, какие пути эволюции возможны и какие приводят к гибели целых миров. Каждая планета — это эксперимент природы. Каждое ядро, каждая мантия и каждый скрытый океан — результат уникального сочетания массы, состава и истории. И чем глубже мы заглядываем внутрь планет, тем отчетливее осознаем — Вселенная гораздо разнообразнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Одним из самых поразительных выводов современной планетологии стало осознание того, насколько обманчивым может быть первое впечатление. Миры, которые казались мертвыми и застывшими, оказываются динамичными и активными. А планеты, внешне похожие на Землю, могут быть абсолютно враждебными к их жизни. Долгое время считалось, что судьба планеты определяется лишь расстоянием до звезд и ее размером. Если мир слишком мал, он быстро остывает. Если слишком далек, вода замерзает навсегда. Но новые открытия разрушили эту простую схему. Оказывается, существуют десятки путей сохранения внутреннего тепла. Приливное разогревание, радиоактивный распад, химические реакции между породами и водой – все это может поддерживать активность на протяжении миллиардов лет.
Солнечная система перестала быть примером упорядоченной стабильности. Теперь она выглядит как живая лаборатория, где каждое тело развивается по собственному сценарию. Возьмем Марс. Когда-то он был теплым и влажным миром. По его поверхности текли реки, существовали озера и, возможно, даже океаны. Сегодня это холодная пустыня с разреженной атмосферой. Причина кроется внутри. Марс слишком мал, чтобы долго удерживать тепло. Его ядро остыло, магнитное поле исчезло, и солнечный ветер постепенно лишил планету атмосферы. Земле повезло больше. Ее размеры и состав позволили сохранить активное ядро, а вместе с ним магнитное поле, атмосферу и океаны. Но Венера пошла другим путем. Абсолютно идентичная по размерам Земле, она превратилась в мир с экстремальным парниковым эффектом. Вода исчезла, температура выросла, а поверхность стала враждебной всему живому. И при этом Венера остается геологически активной. Это показывает, что даже небольшие различия в начальных условиях могут привести к радикально разным результатам. Планеты не шаблонные объекты. Каждая из них – отдельная история. Когда мы смотрим на спутники газовых гигантов, эта мысль становится еще очевиднее. С Энея некоторые из них больше похожи на полноценные планеты, чем на обычные луны. Титан, крупнейший спутник Сатурна, обладает плотной атмосферой. На его поверхности существуют реки и озера, правда не из воды, а из жидкого метана и этана. Это единственное известное нам место, кроме Земли, где устойчиво существует жидкость на поверхности. Титан — это альтернативная версия Земли. Мир, где химия развивается по другим правилам, но подчиняется тем же физическим законам. Изучая такие объекты, мы начинаем понимать, что жизнь может принимать формы, о которых мы раньше даже не задумывались. Она не обязана быть точной копией земной. Возможно, где-то в глубинах подледных океанов существуют экосистемы, основанные не на солнечном свете, а на химической энергии. Такие системы уже существуют на Земле, в глубинах океанов, возле гидротермальных источников. Если жизнь смогла появиться и выжить там, почему она не могла сделать то же самое на других мирах? Этот вопрос больше не относится к философии. Он стал научной проблемой, для которой разрабатываются конкретные миссии. И приборы, современные космические аппараты становятся все более специализированными. Они не просто фотографируют поверхности, а ищут химические следы процессов, связанных с жизнью. Будущие зонды будут анализировать состав океанов, измерять толщину льда, искать источники энергии и сложные молекулы. Каждый параметр — это подсказка. Мы больше не задаем вопрос, есть ли жизнь где-то еще. Теперь вопрос звучит иначе. Где именно ее искать и как распознать? С каждым годом круг потенциально обитаемых миров расширяется. Он выходит за пределы классической обитаемой зоны. Это означает, что Вселенная может быть наполнена жизнью гораздо плотнее, чем мы привыкли думать. Не обязательно разумной, не обязательно заметной, но живой. И если это так, то Земля не уникальное исключение, а часть огромного космического контекста. Осознание этого меняет наши отношения к собственному миру. Мы начинаем ценить его хрупкость, понимать, насколько тонок баланс, который делает жизнь возможной. Каждая планета, которую мы изучаем, словно зеркало, в котором отражается наша собственная история. История климата, геологии и выживания. Мы только в начале этого пути. Многие открытия еще впереди, и, возможно, самые важные из них окажутся самыми неожиданными. Солнечная система уже доказала, что умеет удивлять, и нет причин сомневаться, что она сделает это снова. Когда мы говорим о будущем исследований, важно понять одну простую вещь. Мы больше не наблюдатели со стороны. Человечество постепенно становится активным участником изучения своей старинной системы. Каждая новая миссия — это не просто аппарат, отправленный в пустоту. Это воплощенный вопрос, сформулированный в металле, электронике и коде. И ответы, которые мы получаем, часто оказываются сложнее и глубже, чем мы ожидали. Еще совсем недавно считалось, что понять планету достаточно, изучив ее поверхность. Горы, кратеры, равнины — все это казалось ключом к разгадке. Но теперь ясно,
Самое важное скрыто внутри. Именно внутренние процессы определяют судьбу мира. То, как движется тепло, как взаимодействуют слои вещества, как ядро, мантия и кора влияют друг на друга. На Земле эти процессы породили тектонику плит. На Венере — глобальные катастрофические обновления поверхности. На Европе и Энцеладе — океаны подо льдом. На Плутоне — криовулканизм в ледяной тьме. Мы начинаем понимать, что планета — это не статичный объект, это система, сложная, живая, меняющаяся во времени. И чем глубже мы заглядываем внутрь, тем меньше остается простых ответов. Даже понятие «размер» перестало быть определяющим. Маленький Энцелад оказался активнее, чем многие крупные тела, а гигантская Венера — примером того, как масштаб не гарантирует стабильность. Это означает, что во Вселенной могут существовать активные миры самых разных размеров, от карликовых планет до спутников, которые раньше не рассматривались всерьез. Каждый такой мир — потенциальная глава в истории космической эволюции. Особенно важно то, что многие открытия были сделаны не благодаря новым миссиям, а благодаря переосмыслению старых данных. Информация годами хранилась в архивах, ожидая своего часа. И только развитие технологий позволило увидеть в ней то, что раньше было скрыто. Это напоминает ситуацию, когда человек перечитывает знакомую книгу спустя годы и внезапно замечает новые смыслы. Текст не изменился, изменился читатель. То же происходит и с наукой. Мы взрослеем как цивилизация, учимся задавать более точные вопросы и видеть более сложные связи. Возможно, прямо сейчас в архивах хранятся данные, которые в будущем перевернут наше понимание Вселенной. Мы просто еще не готовы их интерпретировать. И это внушает надежду, потому что означает впереди еще много открытий, даже без запуска новых аппаратов. Но новые миссии все равно будут. Более смелые, более точные, более рискованные. Они будут приближаться к вулканам, пролетать сквозь гейзеры, сканировать лед и измерять гравитацию с беспрецедентной точностью. Каждый такой шаг — это попытка приблизиться к ответу на вопрос, который человечество задает тысячелетиями. Одиноки ли мы? Пока ответа нет, но есть направление поиска, и оно становится все более четким. Мы знаем, где искать, мы знаем, что искать, и мы постепенно учимся распознавать признаки жизни, даже если она не похожа на земную. В этом и заключается главный сдвиг. Мы перестали искать копию Земли. Теперь мы ищем условия. И этих условий, как оказалось, во Вселенной гораздо больше, чем мы думали. Солнечная система стала для нас учебником. Каждая ее страница — это новый тип мира, новый сценарий развития, новая комбинация физических и химических процессов. Изучая ее, мы готовимся к исследованию экзопланет, к пониманию далеких звездных систем, к осознанию своего места в космическом масштабе. И чем больше мы узнаем, тем яснее становится. Вселенная не обязана быть пустой, холодной и безжизненной. Она может быть сложной, активной и удивительно разнообразной. Наше путешествие по Солнечной системе — это только начало, и самые важные открытия, возможно, еще впереди. Чем дольше мы всматриваемся в космос, тем отчетливее понимаем, он не спешит раскрывать свои тайны. Он требует терпения, внимания и способности слушать. Современная астрономия все меньше похожа на романтические наблюдения в телескоп. Сегодня это наука о слабых сигналах, микроскопических отклонениях и едва заметных изменениях. О том, как по крошечному колебанию орбиты определить структуру недр, как по составу выброшенного в вакуум пара понять, что происходит на глубине десятков километров. Мы научились читать Вселенную между строк. Когда аппарат фиксирует слабое магнитное поле там, где его не должно быть, это не просто цифра в таблице, это намек на движение жидкости подо льдом.
Когда радар видит изменение рельефа, это может быть след недавнего извержения, дыхание планеты, которое мы уловили спустя миллионы километров. Даже отсутствие чего-то становится информацией. Отсутствие кратеров говорит о молодости поверхности. Отсутствие стабильности – о скрытой активности. Пустота тоже может быть признаком жизни, только геологической. Особенно удивительно то, как часто новые открытия противоречат здравому смыслу. Мы привыкли думать, что холод убивает движение. Но лед, как оказалось, может быть оболочкой, а не тюрьмой. Под ним скрываются океаны, течения, химические реакции. Мы думали, что маленькие тела быстро остывают. Но Плутон показал, что даже на краю системы возможно движение, рост, обновление. Мы считали, что без тектонических плит планета умирает, но Венера доказывает обратное. Каждый такой пример расширяет границы возможного и делает Вселенную менее предсказуемой, но более интересной. Постепенно меняется и сам язык науки. Исследователи все чаще говорят не о том, есть ли жизнь, а о том, насколько среда благоприятна для сложной химии. Это более осторожный, но и более честный подход. Жизнь не обязательно леса, океаны и существа, похожие на нас. Это может быть микроскопический процесс, медленный, хрупкий, скрытый глубоко подо льдом или в толще океана, который никогда не видел света. Но даже такая форма жизни навсегда изменила бы наше понимание реальности. Она доказала бы, что жизнь не исключение, а закономерность, что Вселенная склонна к усложнению. Именно поэтому интерес к далеким мирам не угасает, он только усиливается. Каждая новая миссия – это компромисс между мечтой и инженерией, между тем, куда мы хотим попасть, и тем, куда реально можем добраться. Аппараты становятся умнее, инструменты чувствительнее, а вопросы все точнее. Мы больше не спрашиваем, есть ли там что-то. Мы спрашиваем, как это работает, почему именно так, что это говорит о нас самих. И, возможно, самый важный вопрос звучит тише остальных. Он не требует немедленного ответа. Что если жизнь не редкая случайность, а естественное продолжение эволюции? Если это так, то каждый океан подо льдом, каждый активный вулкан, каждая теплая трещина в холодном мире становится потенциальным началом истории. Истории, которая может длиться миллиарды лет, не зная ни света, ни наблюдателя. И именно в этом есть что-то по-настоящему завораживающее. Мы живем в эпоху, когда границы известного расширяются медленно, но уклонно. Без громких заявлений, без резких открытий каждый день, но с глубокими, фундаментальными сдвигами. Солнечная система перестала быть картинкой, она стала процессом. И этот процесс продолжается прямо сейчас. Со временем приходит еще одно важное понимание. Мы ищем ответы не только в далеком космосе. Мы ищем их внутри самих себя. Каждое открытие в Солнечной системе – это зеркало. Оно отражает наши представления о жизни, о стабильности, о доме, о том, что мы считаем нормой. Когда-то Земля казалась центром всего, потом одной из планет. Теперь одним из возможных сценариев. И это не умаляет ее ценности. Наоборот, это делает ее еще более уникальной. Понимание того, насколько редким и хрупким может быть баланс условий, заставляет иначе смотреть на собственный мир, на его климат, на его геологию, на его будущее. Изучая Венеру, мы видим, к чему может привести потеря равновесия. Изучая Марс, что происходит, когда планета теряет защиту. Изучая ледяные луны, насколько неожиданными могут быть пути сохранения энергии и воды. Солнечная система становится учебником не только по астрономии, но и по ответственности. Она показывает, что миры могут быть активными, но недолговечными, стабильными, но пустыми, красивыми, но смертельно опасными. И на этом фоне Земля перестает быть обычной. Она становится исключением, которое мы только начинаем понимать. Возможно, именно поэтому нас так тянет исследовать другие миры, не из желания сбежать, а из желания лучше понять, что у нас уже есть.
Космос учит нас терпению. Он не дает быстрых ответов. Он требует долгих наблюдений, медленных миссий, поколений ученых. Многие открытия, о которых мы говорим сегодня, были задуманы людьми, которые никогда не увидели результатов своей работы. Они проектировали аппараты, запускали миссии, понимая, что плоды их труда созреют через десятилетия. Это редкий пример науки, работающей не ради мгновенной выгоды, а ради будущего знания. И в этом есть что-то очень человеческое. Мы запускаем послания в пустоту, не зная, кто и когда их прочитает, но веря, что это имеет смысл. Каждый сигнал, возвращающийся с далекого мира, каждый бит данных, каждая едва заметная аномалия — это диалог. Медленный, тихий, растянутый во времени. Диалог между человечеством и Вселенной. И, возможно, самое ценное в нем не ответы, а сами вопросы, которые мы учимся задавать, потому что они становятся все глубже, все точнее, все честнее. Мы больше не ждем простых чудес. Мы готовы к сложной реальности, к тому, что жизнь может быть редкой или, наоборот, повсеместной, к тому, что мы можем быть первыми или одними из многих. Любой из этих вариантов требует смелости принять его. И пока мы продолжаем наблюдать, анализировать, сомневаться, Солнечная система остается нашим самым близким и самым честным собеседником. Она не обещает утешения, но она дает знания. А знание — это свет, который медленно, но верно разгоняет тьму неизвестности. Чем ближе мы подходим к границе известного, тем тише становится рассказ. Не потому, что заканчиваются факты, а потому, что появляется пространство для размышлений. Солнечная система больше не выглядит набором разрозненных миров. Она воспринимается как единый организм, где каждое тело влияет на другое, где прошлое оставляет следы, а настоящее продолжает формироваться. Орбиты медленно меняются, лед трескается и снова срастается. Вулканы засыпают и пробуждаются. Океаны скрываются там, где раньше мы видели лишь холодную пустоту. Все это происходит независимо от нас, без свидетелей, без наблюдателей. Мы лишь редкие гости, которые на мгновение заглядывают в этот процесс и пытаются его понять. И в этом есть особое спокойствие, осознание того, что Вселенная живет своей жизнью, медленно, по своим законам, в масштабах, которые не требуют спешки. Когда смотришь на это с такой перспективы, многие земные тревоги отступают. Они не исчезают, но становятся тише. Космос напоминает: все временно, но не бессмысленно. Каждая планета — это история, каждый спутник — это глава, каждое открытие — это предложение, которое мы только учимся читать. И, возможно, именно в этом заключается настоящая ценность науки, не в ответах, а в способности задавать вопросы и находить в них покой. В такие моменты особенно ясно понимаешь, что знание не всегда должно быть громким. Иногда оно приходит тихо, как далекий свет звезды, который шел к нам миллионы лет и только сейчас коснулся нашего взгляда. Мы привыкли измерять все скоростью, ростом, результатами, но Вселенная существует в другом ритме. Ее процессы не подчиняются нашему расписанию. Они разворачиваются медленно, не спеша, словно напоминая, что спешка — изобретение человека, а не лозунг природы. Планеты рождаются и меняются, луны сталкиваются и распадаются, океаны замерзают и вновь обретают движение. И все это без аплодисментов, без финальных титров. Мы лишь начинаем замечать эти изменения, учимся быть внимательнее, терпимее, спокойнее. И, возможно, именно поэтому космос так хорошо подходит для размышлений перед сном. Он не требует немедленных выводов, он не навязывает ответов, он просто существует. Где-то подо льдом далекой Луны медленно движется вода, где-то в глубине планеты тепло ищет выход, где-то на краю системы ледяная равнина медленно меняет форму. А здесь, на Земле, мы смотрим в небо и стараемся понять, что все это значит. Может быть, смысл не в том, чтобы найти окончательный ответ, а в самом процессе поиска, в ощущении связи с чем-то большим, в понимании того, что мы часть огромной истории, которая началась задолго до нас и продолжится после нас. Солнечная система не обещает чудес, но она предлагает удивительное чувство масштаба.
и спокойствие, которое приходит, когда понимаешь, насколько велик мир и как тихо он живет своей жизнью. И пока мы засыпаем, она продолжает вращаться. Планеты движутся по своим орбитам, лед трескается и снова застывает, тепло медленно поднимается из глубин. Все идет своим чередом. А мы можем просто закрыть глаза и позволить этой мысли стать последней на сегодня. Иногда хочется просто молчать и смотреть в окно, представляя, что там, за его пределами, движутся другие миры. Не летчики, не автомобили, не облака, а просто гармоничные движения планет и спутников. Иногда хочется просто наблюдать, как время течет своим невербальным ритмом, не по прещущимся новостям, не по статистике, а просто по движению света. А иногда хочется просто принять то, что мы еще многого не знаем, и это что-то хрупкое, подобное небольшому свечению, которое постепенно разгоняет тьму неизвестности. Это не делает нас слабыми, наоборот, это делает нас более чуткими и открытыми к знанию, которое может прийти в любой момент, которое может изменить все. Иногда хочется просто пожелать своим близким спокойной ночи, понимая, что их сон будет таким же спокойным, как и движение планет в космосе. Даже если это что-то маленькое, незаметное, это все равно важно и ценно.